Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. С вами Дубинина Ольга, и вы на моем канале о вязании. Не секрет, что вот такие шапки-ушанки стали очень популярными в последнее время. Их вяжут и на детей, и на взрослых. Многие мастерицы снимают мастер-классы и публикуют их на своих каналах. И я не осталась в стороне. Сняла мастер-класс по вязанию вот такой шапочки для ребенка. Но надеюсь, что, посмотрев этот мастер-класс, вы сможете связать такую шапочку не только для ребенка, но и для взрослого. Эта шапка вяжется снизу вверх. И вяжется она сразу в 2 слоя. Но это не окончательный вариант шапки. Я буду вязать еще внутренний слой из пряжи букле. И вот примерно так она будет выглядеть. Эту шапку я вяжу на окружность головы 52-54. И такая шапка может подойти ребенку 3-4 лет. Высота внешней шапочки 20 сантиметров. Длина ушек до затылочной части 12 сантиметров. Но если вы захотите ушки покороче, для того, чтобы ребенку можно было завязать под подбородком вот эти вот завязки, вы можете вязать на 3-4 сантиметра короче. Высота затылочной части 5 сантиметров, а ширина 8. Высота отворота 10 сантиметров, а ширина отворота 18. В первой части мастер-класса мы с вами сделаем расчет и свяжем вот эту вот двойную шапку-ушанку. А во второй части мастер-класса мы будем с вами вместе вязать внутреннюю шапочку из пряжи букле. Затем соединим ее вместе с этой. Такую шапочку можно связать не только для мальчика, но и для девочки, если подобрать подходящую по цвету пряжу. Ну а теперь я расскажу вам о пряже и об инструментах, которые я использую для вязания своей шапки. Это 100% итальянский меринос. Артикул Вилд от Талегна. В 100 граммах этой пряжи 600 метров, поэтому я вяжу каждый слой шапки в 3 сложения. Внутреннюю шапочку и отделку я буду вязать из пряжи букле. Это тоже итальянская бобинная пряжа, артикул Мовье от производителя Профило. В составе этой пряжи 50% кид-мохера, 40% мериноса и 10% полиакрила. В 100 граммах здесь 200 метров. Внутреннюю шапочку я буду вязать в 2 сложения. Конкретно эту пряжу и всю итальянскую бобинную пряжу я покупаю в одном магазине. Это магазин Филата Браво, который находится в городе Пенза. Ссылку на этот магазин вы можете найти у меня в инфобоксе. В том случае, если вы хотите вязать из своей пряжи, самое главное, чтобы она подходила по метражу и по составу. Свою шапочку я вяжу на спицах 3 мм. Нам понадобится 2 пары круговых спиц. У меня спицы с леской 120 см. Чтобы закрыть макушку шапочки, нам понадобятся чулочные спицы 3 мм. Для того, чтобы стянуть петли макушки, понадобится игла. Для вязания шнурочков на ушках нам понадобятся чулочные спицы 2 мм. Также нужны будут маркеры для разметки. В подсчете рядов мне помогал вот такой электронный счетчик. Также понадобится в процессе работы сантиметровая лента. Ну а теперь приступим к расчетам. Как я уже сказала ранее, шапочка вяжется снизу вверх. Сначала вяжутся 2 детали ушек, они совершенно одинаковые. Будем вязать их таким образом, как мы обычно вяжем мысок у носочка. Затем объединим левое и правое ушко в общее вязание. Наберем петли между ушками для затылочной части и продолжим вязание. Будем вязать уже оба ушка и затылочную часть на высоту вот этой вот детали.
это будет первая деталь шапочки. Затем мы свяжем отдельную деталь отворот. После того, как отворот будет готов, мы объединим в общее вязание первую деталь шапочки и отворот. Объединим вязание в круг и свяжем сначала внешний слой шапочки, а потом внутренний. После этого свяжем шнурки на ушках. Ну а теперь, как говорится, начнем с чистого листа. Для определения плотности вязания я связала образец, вязала его в 2 слоя. По центру одной из сторон у меня связан узор. Узор называется мелкий рис, или его еще называют жемчужный. У меня связан еще второй образец из пряжи букле, так как я планирую вязать внутренний слой шапки именно этой пряжей. Но пока я этот образец отложу, делаю расчет на внешнюю шапочку. Подсчитала количество петель в 10 сантиметрах, и у меня получилось в 1 сантиметре 2,2 петли и 3,33 ряда. Для определения общего количества петель на шапочку мне необходима мерка окружность головы. У меня эта мерка 52 сантиметра. Прибавляю сюда еще 2 сантиметра, так как я вяжу сейчас внешнюю шапочку, и мне нужно будет куда-то умещать внутренний слой шапки. У меня здесь получается 54. Беру 54 сантиметра и умножаю на свою плотность вязания 2,2 петли. У меня получилось 118,8 петли. Теперь я вычитаю из этого количества петель 10%. Для чего я вычитаю 10%? Потому что если этого не сделать, шапочка может оказаться слишком большой. При таком способе соединения деталей, когда мы вяжем сразу 2 слоя, может оказаться, что в местах соединения шапочка еще увеличится в объеме. Поэтому 10% нужно вычесть. После того, как вычли 10%, получилось 106,92 петли. Округляю до целого числа, беру 106 петель. В общей сложности для шапочки мне необходимо 106 петель. Но так как я буду вязать каждую деталь отдельно, мне нужно распределить все эти 106 петель на каждую деталь. Вот это затылок, вот это отворот, вот это ушки. Берем 106 петель, делим на 8 частей, и каждая часть у нас получается по 13,25 петли. Определяем одну часть на затылок, 3 части на отворот и по 2 части на каждое ушко. Вот здесь получается 26,5 петли, 26,5 петли. Если умножить эту цифру на 3 части, здесь получится 39,75 петли. Но здесь 13,25. Это одна часть. Теперь подгоняем на каждой детали количество петель под узор. Для того, чтобы узор смотрелся на каждой детали симметрично, мне нужно на каждой детали иметь нечетное количество петель. Вот здесь вот я беру 27 петель, здесь тоже 27 петель. Вот здесь вместо 13 петель я определю 15. Но только лишь потому, что мне нравится эта цифра больше, чем 13.
И вот здесь у меня остается 37 петель на отворот. На каждой детали у меня сейчас нечетное количество петель: 27, 27, 15 и 37. Итак, я распределила все 106 петель на каждую зону. Ну а теперь давайте сделаем предварительный расчет в рядах. Допустим, я хочу, чтобы у меня каждое ушко было 12 сантиметров. Я умножаю 12 сантиметров на свою плотность вязания в рядах, это 3,33 ряда, и получаю, если округлить, 40 рядов. Значит, в общей сложности на высоту ушка я буду вязать 40 рядов. Теперь делаем расчет высоты затылочной части. Допустим, я хочу, чтобы у меня здесь шея ребенка была закрыта, и мне нужно здесь провязать где-то 5 сантиметров. 5 сантиметров я умножаю на 3,33 ряда, и здесь у меня получается около 17 рядов. Теперь сделаем расчет, сколько нам нужно провязать рядов на высоту отворота. Допустим, я хочу, чтобы у меня отворот был по высоте 10 сантиметров. Я умножаю 10 сантиметров на 3,33 ряда и получаю где-то 34 ряда. Теперь мне нужно определить, сколько мне нужно провязать рядов с того момента, когда я объединю все детали в единое вязание, соединю первую деталь с отворотом, сколько мне нужно провязать внешний слой шапочки и сколько мне нужно провязать внутренний слой шапочки. Высоту шапочки я беру из таблицы, которую нашла в интернете. В этой табличке показаны значения, которые соответствуют определенному размеру и возрасту. Я беру окружность головы 54 и смотрю, какая высота шапки должна быть при таком размере. Это 20 сантиметров. Беру максимальное значение для внешнего слоя, а для внутреннего слоя буду брать значение на 1 сантиметр меньше. Высота внешнего слоя шапочки у меня будет 20 сантиметров. Умножаю 20 сантиметров на свою плотность вязания в рядах 3,33 ряда и получаю 67 рядов в общей сложности. Для внутреннего слоя шапки я беру в расчет 19 сантиметров. Вот эти 19 сантиметров я умножаю на плотность вязания и получаю 63 ряда. Значит, я буду вязать внутренний слой шапки в общей сложности 63 ряда, а внешний 67 рядов. Хочу вам напомнить, что вот это предварительный расчет, и вы можете в процессе вязания вносить свои корректировки. Плюс-минус 2-3 ряда, страшного ничего не будет. Ну а теперь приступим к работе. Я уже связала одно ушко, и на примере второго покажу основные моменты его вязания. Вот так выглядит внешняя сторона, вот так выглядит внутренняя сторона. Давайте измерим высоту и ширину ушка. Высота ушка сейчас чуть больше 12 сантиметров, а его ширина 12 сантиметров. После того, как я закончила вязание первого ушка, я обрезала нить. Теперь приступаю к вязанию второго. Беру спицы 3 мм с леской 120 сантиметров. Теперь беру пряжу, я вяжу в 3 нити. Петли я буду набирать турецким способом. Недавно на моем канале вышел видеоурок по такому способу набора, и он многим понравился. Сделала первую петельку, накидываю на нижнюю спицу, подтягиваю. Теперь придерживаю вот этот хвостик нити, чтобы петля не перекрутилась. Теперь оберну обе спицы рабочей нитью 17 раз. Обернула рабочую нить 17 раз вокруг двух спиц. Разворачиваю вот таким образом вязание, чтобы обе спицы смотрели вправо. Располагаю рабочую нить
на указательном пальце левой руки. Вытягиваю нижнюю спицу так, чтобы леска была свободной. Провязываю с верхней спицы 17 петель. Вяжу за переднюю стенку лицевые петли. Провязала 17 петель с первой спицы. Теперь разверну вязание вот таким образом. Подтягиваю петли верхнего ряда к краю спицы, петли нижнего ряда перемещаю на леску. Вот эту петельку, которую я делала в самом начале набора, я просто распускаю. Конец нити придерживаю левой рукой и начинаю провязывать со второй спицы все 17 петель. Теперь разворачиваю спицы вот таким образом. Леска у меня сейчас находится вверху, а спица, на которой я провязывала только что петли, внизу. Подтягиваю петли верхнего ряда к краю спицы. Вытягиваю леску с нижнего ряда. И теперь с этого кругового ряда я начинаю делать прибавки, для того, чтобы ушко расширялось. Вяжу первый ряд с прибавками. Провязываю первую петлю. Теперь делаю прибавку. Ввожу спицу в протяжку от себя. Накидываю на левую спицу. Теперь провязываю протяжку за переднюю стенку лицевой. Теперь провязываю все петли этой спицы. Остановлюсь, когда у меня останется одна непровязанная петля в конце этой спицы. Я не довязала одну петлю до края этой спицы. Делаю прибавку, накидываю протяжку, ввожу спицу за работой, накидываю на левую спицу на себя и провязываю протяжку за заднюю стенку лицевой. Довязываю последнюю петлю на этой спице, разворачиваю вязание, подтягиваю верхний ряд к краю спицы и вытягиваю леску с нижнего ряда. Теперь делаю прибавки на этой спице. Провязываю одну петлю, делаю прибавку с этой стороны, поднимаю протяжку от себя и провязываю за переднюю стенку лицевой. Вяжу петли на этой спице, не довязав одну петлю до конца ряда. Не довязала одну петлю, делаю прибавку, ввожу спицу за работой, накидываю на себя и провязываю за заднюю стенку лицевой. Довязываю последнюю петлю кругового ряда. Я провязала первый круговой ряд с прибавками. Разворачиваю вязание, подтягиваю петли верхнего ряда к краю спицы. Теперь вынимаю леску из нижнего ряда. Теперь я провяжу один круговой ряд без прибавок. Вяжу петли с первой спицы.
Довязала петли на этой спице, разворачиваюсь, подтягиваю петли верхнего ряда к краю спицы. Вытягиваю леску в нижнем ряду, провязываю петли на второй спице. Вяжу все лицевые петли. Я довязала второй круговой ряд, который вязала без прибавок. Разворачиваюсь, подтягиваю верхний ряд к краю спицы, вытягиваю леску в нижнем ряду. Теперь я буду провязывать снова ряд с прибавками. Провязываю одну лицевую петлю, поднимаю протяжку, накидываю от себя на левую спицу и провязываю за переднюю стенку лицевой. Теперь вяжу лицевые петли на этой спице. Остановлюсь, не довязав одну петлю. Я не довязала одну петлю на этой спице. Поднимаю протяжку на левую спицу на себя. Провязываю протяжку за заднюю стенку лицевой. Довязываю последнюю петлю на этой спице. Разворачиваюсь. Подтягиваю петли верхнего ряда к краю спицы. Вытягиваю леску с нижнего ряда. Провязываю первую петлю на этой спице. Делаю прибавку с этой стороны. Поднимаю протяжку от себя. Провязываю ее за переднюю стенку лицевой. Вяжу петли на этой спице, не довязав одну петлю до конца. У меня осталась в конце ряда одна непровязанная петля. Делаю прибавку с этой стороны. Поднимаю протяжку за работой, накидываю на себя на левую спицу, провязываю за заднюю стенку лицевой. Довязываю последнюю петлю, разворачиваю вязание, подтягиваю верхний ряд к краю спицы, вытягиваю нижнюю леску. Чтобы удобнее было вязать вот в этих местах, можно уже вот так вот сложить пополам вязание. Провязываем один круговой ряд, вяжем все петли сначала на одной спице, потом на другой. Разворачиваем вязание, меняем положение спиц, верхнюю к краю, а нижнюю вытягиваем вот так. Складываем вот здесь, чтобы у нас здесь не образовалась протяжка слишком большая. И провязываем все петли на этой спице. Разворачиваем вязание. Меняем положение спиц. Верхний ряд передвигаем к краю. Петли нижнего ряда переносим на леску. Теперь снова вяжем ряд с прибавками. Провязываем одну лицевую. Делаем прибавку. Провязываем петли на этой спице до края.
Не довязав одну петлю до края спицы, делаем прибавку. Довязываем последнюю петлю на этой спице, разворачиваемся, меняем положение спиц. Теперь делаем прибавки на этой спице. Провязываем первую петлю. Теперь делаем прибавку. Вяжем лицевые петли до последней петли. Не довязав одну петлю, делаем прибавку. Поднимаем протяжку. Провязываем за заднюю стенку лицевой. Вяжем последнюю петлю этого ряда. Разворачиваемся. Меняем положение спиц. Теперь уже можно вот сюда, в начало кругового ряда, на эту сторону повесить маркер. Теперь провязываем один круговой ряд без прибавок. Сначала вяжем петли с первой спицы, потом, поменяв положение спиц, вяжем петли на второй спице. Разворачиваемся, меняем спицы и провязываем все петли на другой спице. Довязали круговой ряд до конца, разворачиваемся, меняем положение спиц. Теперь снова вяжем ряд с прибавками. Провязываем первую петлю ряда, делаем прибавку. Теперь провязываем петли на первой спице, не довязав одну петлю. Делаем прибавку, не довязав одну петлю до края. Довязываем последнюю петлю на этой спице, разворачиваемся, меняем положение спиц. Вяжем первую петлю на этой спице, делаем прибавку. Вяжем петли на этой спице, не довязав одну петлю. Делаем прибавку с этой стороны, поднимаем протяжку, накидываем на левую спицу, провязываем за заднюю стенку. Довязываем последнюю петлю кругового ряда, разворачиваем вязание, меняем положение спиц, переднюю к нам спицу продвигаем к краю, а заднюю спицу, с которой только что провязывали петли, вытягиваем. Теперь вяжем один круговой ряд без прибавок. Сначала с одной спицы все петли провязываем лицевыми. Теперь разворачиваемся, меняем положение спиц, ближнюю к нам спицу продвигаем к краю,
Спицу, которую только что провязывали, выдвигаем вот таким образом. Теперь вяжем петли на этой спице. Довязали до конца ряд без прибавок, разворачиваемся, подвигаем ближний к нам ряд к краю спицы, а спицу дальнюю от нас выдвигаем вот так. Теперь вяжем последний ряд с прибавками. Провязываем первую петлю, делаем прибавку, вяжем все петли на этой спице, не довязав одну петлю до конца. Делаем прибавку с этой стороны. Довязываем последнюю петлю на этой спице, разворачиваемся, меняем положение спиц. Теперь вяжем вторую половину кругового ряда. Первую петлю провязываем лицевой, делаем прибавку, вяжем петли на этой спице, остановимся, не довязав одну петлю. Не довязали одну петлю до конца, делаем прибавку, довязываем последнюю петлю. Теперь разворачиваем вязание, меняем положение спиц, вяжем один круговой ряд без прибавок. Просто вяжем лицевые петли на одной спице и на другой. Провязали петли на первой спице, разворачиваемся, меняем положение спиц, и провязываем петли на второй спице. Разворачиваем вязание. Вот этот хвостик нити вы можете уже спрятать внутрь. Мы провязали 5 рядов с прибавками и 5 рядов без прибавок. Сейчас на каждой спице у меня по 27 петель. С этого ряда начинаем вывязывать по внешней стороне ушка центральный узор. Он называется рис или жемчужный. Еще его называют путанка. По краям будем вывязывать по 6 петель лицевой глади, а в центре вяжется узор из 15 петель. Я нарисовала для вас схему. Раппорт узора состоит из 2 петель и 2 рядов. Первый ряд раппорта узора я начинаю с изнаночной петли и заканчиваю изнаночной петлей для симметрии. Во втором ряду, там где я вязала изнаночные петли, я провязываю лицевые, а там где вязала лицевые петли, буду вязать изнаночные. И таким образом буду повторять первый и второй ряд. С этого ряда мы начинаем отсчет рядов. На счетчике ставим первый ряд, провязываем 6 петель в начале ряда, просто вяжем 6 лицевых. Теперь вяжем изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую,
изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую и еще одну изнаночную. Я не довязала до конца этой спицы 6 петель. Провязываю эти 6 петель лицевыми. Разворачиваюсь, меняю положение спиц. С внутренней стороны ушка я провязываю просто лицевые петли. Я довязала круговой ряд до конца, разворачиваюсь. Теперь вяжу второй ряд. Ставим на счетчике второй ряд, меняем положение спиц и провязываем второй ряд узора. Вяжем в начале 6 лицевых. Теперь вяжем узор по центру. Там, где мы вязали в предыдущем ряду изнаночную петлю, вяжем лицевую. А где вязали лицевую петлю, вяжем изнаночную. И так продолжаем вязание центральной части внешней стороны ушка. Вяжем так все 15 петель. У меня осталось 6 петель с этого края. Провязываю все эти 6 петель лицевыми. Если вы боитесь перепутать петли узора и петли лицевой глади по краям, выделите центральные 15 петель маркерами. Я этого делать не буду. Я и так все прекрасно вижу. Меняем положение спиц и вяжем вторую часть кругового ряда. Внутреннюю сторону ушка я здесь вяжу лицевой гладью. Я провязала 2 круговых ряда с узором по внешней стороне ушка. И таким образом я провяжу еще 28 круговых рядов. Это я сделаю вне камеры. Я думаю, что вам это труда не составит, и вы справитесь с этим самостоятельно. Вяжем 28 рядов в высоту. Я закончила вязание второго ушка. Если вы вязали первое, второе вяжите точно так же. Рабочую нить на втором ушке я не обрезала. Теперь я буду объединять оба ушка в единое вязание. При этом буду набирать петли между ними для затылочной части. Буду набирать 15 петель. Беру второе ушко, там, где у меня рабочая нить не обрезана. Продвигаю к краю спицы ближний ко мне ряд и провязываю свободной спицей всю внешнюю сторону ушка. Сначала вяжу 6 лицевых, теперь вяжу центральный узор. Там, где вязала лицевые, вяжу изнаночные. Там, где вязала изнаночные, вяжу лицевые. И таким образом провязываю всю центральную часть ушка. На левой спице у меня осталось 6 непровязанных петель. Провязываю все эти 6 петель лицевыми. Теперь располагаю спицы вот таким образом.
Буду набирать на обе спицы турецким способом 15 петель. Рабочая нить у меня находится вот здесь, между спицами. Оборачиваю рабочей нитью 15 раз обе спицы. Теперь беру второе ушко, продвигаю ближний ко мне ряд к краю, беру рабочую нить, располагаю на указательном пальце левой руки, придерживаю вот эти вот две спицы, выдвигаю леску, на которой у меня находится дальний ряд второго ушка. И теперь начинаю провязывать внешнюю сторону второго ушка. Придержите вот эти две спицы правой рукой и провязываем первую петлю второго ушка скрещенной. Провяжите эту петлю потуже. Далее вяжем вторую петлю, третью, четвертую, пятую и шестую. Теперь вяжем центральный узор на этом ушке. Там, где вязали лицевые, вяжем изнаночные, где вязали изнаночные, вяжем лицевые. Теперь провязываю 6 лицевых петель с этого края. Вот смотрите, что у меня получается. На одной спице у меня находятся петли одного ушка и петли затылочной части. На другой спице у меня находятся оба слоя другого ушка. Разворачиваю на внутреннюю сторону. Теперь вот эту спицу продвигаю к краю. А вот этот ряд выдвигаю на леску. Теперь вяжу лицевыми петлями внутреннюю часть ушка. Провязала все петли внутренней части этого ушка. Теперь беру вот эти вот две спицы, на которые набирала петли. Обязательно пересчитайте их. Вот этот хвостик нити, который я обрезала после того, как связала первое ушко, завожу вот сюда, под петлю, которую я набирала. Вот так. Совмещаю рабочую нить с этим хвостиком нити. Перекручиваю немного. И теперь я буду провязывать петли затылочной части сдвоенной нитью. Вот видите, что у меня получается? Ниточка вот от этой петли находится между хвостиком нити и рабочей нитью. Теперь выдвигаю на леску дальний ряд. Теперь провязываю петли затылочной части. Просто вяжу 15 лицевых. Вот эту 15-ю петлю провяжите за заднюю стенку скрещенной. Провязала все 15 петель затылочной части. Вот эту первую петлю ушка я провяжу за заднюю стенку скрещенной. Теперь вяжу лицевыми петлями все петли внутренней части второго ушка.
Довязала до конца эту часть кругового ряда, разворачиваю вязание. Вот смотрите, петли правого ушка и затылочной части у меня находятся на одной спице, а петли левого ушка на другой спице. Теперь начинаю вязание второго кругового ряда. Выдвигаю на леску петли дальнего ряда и провязываю внешний слой правого ушка. Сначала вяжу 6 лицевых, теперь вяжу узором центральную часть. Вот у меня остались 6 петель, я их провязываю лицевыми. Теперь провязываю петли затылочной части. Вяжу лицевыми все 15 петель. Теперь я буду вязать петли вот с этой спицы. Петли переднего ряда второго ушка выдвигаю к краю. Вот эту вторую спицу уберите назад, чтобы она вам не мешала. Берем рабочую нить и провязываем первую петлю второго ушка скрещенной за заднюю стенку. Теперь вяжем вторую, третью, четвертую, пятую и шестую петлю. Далее вяжем на втором ушке узор. Где вязали изнаночные, вяжем лицевые. Где вязали лицевые, вяжем изнаночные. Довязываем 6 лицевых петель с этого края. Довязали эту часть кругового ряда, разворачиваемся. Теперь продвигаем вот эту спицу, на которой находится внутренняя сторона ушка, к краю. Петли дальнего ряда выдвигаем на леску. Вяжем внутреннюю сторону ушка. Просто вяжем все лицевые петли. Вот эти спицы, которые освободились, убираем. Теперь у меня все вязание на одной спице. Продвигаем петли затылочной части к краю и провязываем их лицевыми петлями. Вяжем все 15 петель. Теперь вяжем внутреннюю сторону другого ушка. Довязали круговой ряд до конца, разворачиваем вязание, продвигаем петли ближнего ряда к краю спицы. Мы провязали с вами 2 круговых ряда, при этом объединили ушки в единое вязание, набрали петли затылочной части, у меня их 15, и таким образом я провяжу еще 8 круговых рядов. Узор я буду пока вязать только на ушках, а вот здесь буду вязать лицевую гладь. Самостоятельно вяжем 8 круговых рядов,
Далее я покажу вам, как ввести в узор петли затылочной части. Я довязала до того момента, когда мне нужно включить в узор петли затылочной части и вот эти вот крайние петли ушек, которые мы вязали лицевой гладью. Провязываю в начале ряда 6 лицевых петель. Далее начинаю вязание узора по центру ушка. Там, где вязала лицевые, вяжу изнаночные. Где вязала изнаночные, вяжу лицевые. Продолжаю вязание узора на центральной части ушка. Довязала до 6 петель, которые я вязала с этой стороны ушка. Здесь я закончила вязание узора изнаночной петлей. Значит, вяжу следующую петлю лицевой, далее вяжу изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную. Теперь ввожу в узор петли затылочной части. Здесь у меня провязана последняя изнаночная петля. Далее вяжу лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную и лицевую. Я довязала до 6 петель, которые вязала с этой стороны ушка. Ввожу в узор эти петли. Здесь я провязала лицевую петлю. Теперь вяжу следующую изнаночной. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и лицевая. Теперь вяжу узор по центру ушка. Здесь я провязала последнюю лицевую петлю. И здесь по узору у меня должна быть изнаночная петля. Далее вяжу по узору центральные петли ушка. Я довязала до крайних 6 петель, которые вяжем лицевыми. Провязываю эти петли лицевыми. И разворачиваю вязание. Меняю положение спиц. И провязываю всю внутреннюю часть шапочки. Так вяжу до конца кругового ряда. Довязала круговой ряд до конца, разворачиваю вязание. Мы провязали один круговой ряд, в котором начали вязание узора вот по этой части шапочки. С правой стороны правого ушка и с левой стороны левого ушка вяжем по 6 лицевых петель. Таким образом вяжем еще 9 круговых рядов. Я закончила вязание этой детали шапочки. В высоту затылочной части у меня получается 5 сантиметров. Сейчас я пересняла все петли этой детали на спицы с тросиком. Так как, к сожалению, у меня вторых спиц с леской нет, а мне нужно сейчас с их помощью связать отворот отдельной деталью. Ну а теперь давайте приступим к вязанию отворота. Откладываем временно
эту часть шапочки. На спице 3 мм с леской 120 сантиметров я буду набирать турецким способом 31 петлю. Беру пряжу, делаю первую петлю, на нижнюю спицу накидываю эту петлю, затягиваю, придерживаю конец нити, чтобы петля не перекрутилась, и оборачиваю 2 спицы 31 раз рабочей нитью. Разворачиваю спицы таким образом, чтобы они смотрели вправо. Рабочую нить располагаю на указательном пальце левой руки, выдвигаю нижнюю спицу и провязываю 31 петлю. Провязала 31 петлю, разворачиваюсь, продвигаю петли верхнего ряда к краю спицы, петли нижнего ряда выдвигаю на леску. Первую петлю, которую я набирала в самом начале, распускаю. Хвостик нити придерживаю левой рукой, располагаю рабочую нить на указательном пальце левой руки и провязываю 31 петлю на этой спице. Закончила вязание кругового ряда, разворачиваю вязание, меняю положение спиц, петли верхнего ряда передвигаю к краю спицы, петли нижнего ряда выдвигаю на леску. Теперь буду вязать первый ряд с прибавками. Провязываем одну лицевую, делаем прибавку, поднимаем протяжку и провяжем протяжку за переднюю стенку лицевой. Теперь вяжем петли, пока не довяжем до последней петли на этой спице. Довязали до последней петли, поднимаем протяжку и делаем прибавку с этой стороны. Провязываем последнюю петлю на этой спице и разворачиваем вязание. Меняем положение спиц. Петли верхнего ряда продвигаем к краю спицы. Петли нижнего ряда выдвигаем на леску. Теперь делаем прибавки на этой спице. Провязываем одну лицевую, делаем прибавку, вяжем лицевые петли до последней петли на этой спице. Довязали до последней петли, делаем прибавку с этой стороны, довязываем последнюю петлю кругового ряда и разворачиваем вязание. Мы провязали первый круговой ряд и вязали его с прибавками. Теперь я провяжу еще второй круговой ряд без прибавок, затем буду вязать третий круговой ряд с прибавками, четвертый круговой ряд без прибавок,
и 5 круговой ряд с прибавками. Встретимся с вами в начале 6 кругового ряда. Я закончила вязание 5 кругового ряда, сделала все необходимые прибавки. Сейчас у меня на каждой спице по 37 петель. В том случае, если вы не будете вязать узор на отвороте, а будете вязать внутреннюю часть шапочки из пряжи букле, вяжите еще в высоту 31 ряд лицевой гладью. Ну а для тех, кто будет использовать двойную шапочку как самостоятельное изделие, я покажу, как начинать вязание узора на отвороте. Я провязала 5 круговых рядов. Теперь я провяжу еще 3 круговых ряда лицевой глади, а затем начну вязание узора. Самостоятельно вяжем 3 круговых ряда лицевой гладью. Я довязала до момента, когда мне нужно начать вязание узора на отвороте. Так как отворот у нас будет заворачиваться вот таким образом, узор мы будем вязать на этой стороне кругового ряда. Вяжем лицевыми петлями первую половину кругового ряда. Провязали на этой спице все петли до конца, разворачиваемся, меняем положение спиц. И вот здесь мы начинаем вязание узора. Сначала вяжем 6 лицевых, далее вяжем узор. Сначала вяжем изнаночную петлю, затем лицевую. И таким образом вяжем, чередуя изнаночные и лицевые петли, пока у нас на спице не останется 6 непровязанных петель. Последняя петля в центральном узоре у меня тоже изнаночная. У меня осталось на левой спице 6 непровязанных петель. Провязываю все 6 петель лицевыми. Разворачиваемся. Мы провязали с вами один круговой ряд, в котором начали вязание узора на второй половине кругового ряда. Теперь таким же образом вяжем еще 27 круговых рядов. Я закончила вязание отворота. Вот так он будет выглядеть с лицевой стороны, а вот так с изнаночной. Давайте его измерим. Его высота получилась 10 сантиметров, а ширина 18 сантиметров. Еще я хочу измерить ширину вот этой первой детали. Ширина первой детали у меня получается 32 сантиметра. Теперь мы будем соединять отворот с первой деталью шапочки. Для этого провяжем внешнюю сторону первой детали. Вяжем, как обычно, по узору. Сначала 6 лицевых. Теперь вяжем по узору. Там, где вязали лицевые, вяжем изнаночные. Где вязали изнаночные, вяжем лицевые. Довязали до 6 петель, которые вяжем с другого края. Провязываем эти 6 петель лицевыми. Лицевая сторона этой детали провязана. Разворачиваем на внутреннюю сторону шапочки. Кладем отворот вот таким образом, чтобы узор
у нас был внутри. Рабочую нить на отвороте я не обрезаю, как и рабочую нить на первой детали. Теперь я буду провязывать вот эту часть отворота. Беру спицу, на которой находятся петли внешней части первой детали. Совмещаю обе спицы. Беру рабочую нить, которая идет от первой детали. Рабочую нить, которая идет от отворота, оставляю внутри. Вот эти вот спицы, на которых находится внутренний слой шапочки, я пока вытяну. Провязываю первую петлю отворота, вяжу ее за заднюю стенку скрещенной. Провяжите эту петлю потуже. Продолжаем вязать петли отворота, просто вяжем лицевые петли. Я провязала петли отворота на ту спицу, на которой вязала внешнюю сторону первой детали. Теперь для того, чтобы продолжить вязание по кругу, мне нужно переснять петли внутренней части шапочки на одну спицу. Вот видите, у нас получается два слоя шапочки. Это внешний слой, а это внутренний. Вот у нас внутренний слой отворота. На эту же спицу я переснимаю внутренний слой первой детали. Просто переснимаю все эти петельки. Мне нужно, чтобы у меня внутренний слой был на одной спице, а внешний слой на другой спице. Вот смотрите, внутренний слой шапки у меня на одной спице, а внешний на другой спице. Теперь спицы внутреннего слоя я вот таким образом убираю, чтобы они мне не мешали. Теперь мне нужно объединить в круг внешний слой шапочки. Леску, на которой находится внешний слой, я вот здесь вытяну, чтобы мне было удобнее провязывать. У меня начало кругового ряда. Здесь мне нужно начать вязание узора по кругу. Первую петлю я провязываю скрещенной за заднюю стенку. Далее мне нужно понять, с какой петли мне нужно начинать узор. Вот здесь у меня провязана изнаночная петля в узоре. Значит, я в этом ряду буду ее провязывать лицевой. Вот эту петлю буду провязывать изнаночной, вот эту лицевой, изнаночный, лицевой и изнаночный. Провязываю изнаночную петлю, далее вяжу лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную и продолжаю вязание узора до того места, где у нас вяжутся 6 лицевых петель. Далее я покажу вам, как там вписать в узор эти петли. Довязала до 6 лицевых петель, которые вязала с левой стороны левого ушка. Вот здесь у меня последняя петля в узоре провязана лицевой. Теперь вяжу изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную. И последнюю петлю я здесь провязываю лицевой за заднюю стенку. Далее у меня пошли петли отворота. Я их тоже буду вязать узором. Последняя петля здесь у меня провязана лицевой, значит следующую я вяжу изнаночной.
Далее поочередно вяжу лицевые и изнаночные петли. И таким образом, чередуя лицевые и изнаночные петли, я вяжу до конца кругового ряда. В конце кругового ряда я сейчас покажу вам, что нужно сделать, чтобы узор сошелся по кругу. В конце кругового ряда у меня осталось 2 непровязанные петли. Первая петля в начале кругового ряда у меня провязана лицевой. Вот здесь у меня последняя петля провязана изнаночной. Значит, вот эти вот 2 петли я провязываю за переднюю стенку вместе лицевой. Тем самым я сократила на 1 петлю количество петель. В конце кругового ряда у меня должна быть такая же петля, как и в начале. В начале у меня была лицевая петля и в конце лицевая петля. Значит, следующий круговой ряд я буду начинать с изнаночной петли, и у меня узор сойдется по кругу. При вязании таким узором необходимо нечетное количество петель. У меня было 106 петель на леске, а сейчас осталось 105. Повешу маркер в начало кругового ряда. Теперь я продолжу вне камеры вязание внешнего слоя шапочки. И таким образом я провяжу еще 46 круговых рядов. Вяжем самостоятельно внешний слой шапочки до макушки. Я провязала 46 круговых рядов. Давайте здесь измерим от отворота до макушки 13 сантиметров. Сейчас мы провяжем еще один круговой ряд. В этом ряду мы перейдем на чулочные спицы 3 мм. При этом разделим макушку на 4 зоны. Сначала определяем центр передней части шапочки. Вот здесь на отвороте у меня было 37 петель. Когда мы начинали вязание по кругу, мы вот здесь убавляли 1 петлю. Значит, по передней части у меня здесь идут 36 петель. Мы должны разделить 36 петель пополам и отсчитать от конца ряда 18 петель. Отсчитываю 18 петель. И повешу сюда маркер. Теперь делим общее количество петель на 4. У меня получается 3 части по 26 петель и 1 часть 27 петель. Берем первую чулочную спицу и провязываем от начала ряда 8 петель. Вяжем их по узору. Там, где вязали лицевые, вяжем изнаночные. Где вязали изнаночные, вяжем лицевые. Провязали на первую спицу 8 петель. Берем вторую чулочную спицу и провязываем 26 петель на эту спицу. Берем третью чулочную спицу и провязываем на нее 26 петель по узору. Берем четвертую чулочную спицу и провязываем на нее по узору 27 петель. Довязали до центра передней части. Маркер мы можем уже убирать.
Берем пятую чулочную спицу и провязываем вот эти вот 18 оставшихся петель по узору на нее. Круговые спицы убираем. Теперь довязываю на пятую спицу вот эти 8 петель с первой спицы. Я разделила на 4 зоны все петли шапочки. Теперь я буду в центре каждой из этих зон убавлять петли. Для этого разделю каждую зону пополам. Перенесите маркер начала кругового ряда вот сюда, между спицами. Теперь делим пополам петли на этой спице. Здесь у нас 26 петель, значит отсчитываем 13 петель и вешаем маркер. Вот на этой спице отсчитываем 13 петель и вешаем маркер. На второй половине вот здесь у нас 14 петель. Теперь разделю пополам петли на двух оставшихся спицах. Отсчитываю 13 петель и вешаю маркер. И вот здесь отсчитываю 13 петель и вешаю маркер. Начало кругового ряда у меня находится вот с этой стороны. Вот у меня передняя часть. С этого кругового ряда я начинаю делать убавки на макушке. От начала кругового ряда вяжу по узору петли, остановлюсь, когда у меня останется 2 непровязанные петли до голубого маркера. Вот у меня остались 2 петли до маркера. Провязываю обе петли вместе за переднюю стенку лицевой. Перекидываю маркер. Теперь буду делать следующую убавку. Провязываю 2 петли вместе за заднюю стенку лицевой. Теперь вяжу по узору оставшиеся петли на этой спице. Перехожу ко второй спице. Вяжу по узору петли на этой спице, пока у меня до маркера не останется 2 непровязанные петли. Две оставшиеся петли до маркера провязываю за переднюю стенку лицевой. Перекидываю маркер. Теперь вяжу 2 петли вместе за заднюю стенку лицевой. Довязываю все петли по узору на этой спице.
Переходим к следующей спице. Вяжем по узору. Остановимся, когда останется 2 непровязанные петли до маркера. Две оставшиеся петли провязываем за переднюю стенку лицевой. Перекидываем маркер. Вот здесь у нас идет лицевая петля после маркера. Разворачиваем эту лицевую петлю левой стенкой вперед. Возвращаем на левую спицу и провязываем 2 петли вместе за заднюю стенку лицевой. Теперь вяжем по узору оставшиеся петли на этой спице. Переходим к следующей спице. Вяжем по узору, пока до маркера не останется 2 непровязанные петли. Две оставшиеся петли провязываем вместе за переднюю стенку лицевой. Перекидываем маркер. Разворачиваем левой стенкой вперед вот эту лицевую петлю. Провязываем 2 петли вместе за заднюю стенку лицевой. Довязываем петли на этой спице, вяжем по узору. Мы провязали один круговой ряд с убавками. Теперь я провяжу еще один круговой ряд, в котором тоже буду делать убавки вдоль маркеров с каждой стороны. Затем буду делать убавки на макушке через ряд. И таким образом я буду вязать, пока у меня на 3 спицах не останется по 6 петель, а на одной спице у меня должно остаться 7 петель. Не забывайте, что у нас здесь одна лишняя петелька. Я довязала до момента, когда у меня на 3 спицах по 6 петель, а на одной спице 7 петель. В этом круговом ряду я убавлю лишнюю петельку. Сначала провязываю на первой спице 6 петель, просто вяжу лицевые петли. Вот эти вот маркеры я уже снимаю, они мне не нужны. На второй спице провязываю лицевыми 6 петель. На третьей спице провязываю 2 лицевые. Далее провязываю 2 петли вместе за переднюю стенку. Убираю маркер и вяжу 3 оставшиеся петли лицевыми. И провязываю на 4 спице 6 петель. Теперь у меня на каждой спице по 6 петель. В этом круговом ряду я сокращу количество петель вдвое. Провязываю 2 петли вместе за переднюю стенку. Снова вяжу 2 петли вместе за переднюю стенку. И еще раз вяжу 2 петли вместе за переднюю стенку. На других спицах провязываю таким же образом по 2 петли вместе 3 раза.
Теперь у меня на 4 спицах по 3 петли. Оставляю небольшой хвостик нити, обрезаю, беру иглу, вставляю хвостик нити в эту иглу и переснимаю на эту ниточку все петли. Сначала с первой спицы, затем со второй, с третьей, и с четвертой. Теперь стягиваю петли и продеваю еще раз ниточку сквозь все петли. Теперь вывожу ниточку через центр на изнаночную сторону и там ее закрепляю. Вот так выглядит пока макушка. После того, как я постираю шапочку, все петельки вот здесь распрямятся. Теперь приступим к вязанию внутреннего слоя шапочки. Здесь у меня на леске 106 петель. Рабочая нить у меня идет вот здесь, в конце отворота. Для того, чтобы начать вязание по кругу, мне необходимо переснять на правую спицу все петли отворота. Беру правую спицу и переношу все петли. Пересняла все петли отворота. Для того, чтобы вот здесь, в этом месте, не образовались дырочки, я распущу первую петлю отворота, перекину на правую спицу, подниму протяжку вот отсюда, перекрещиваю ее и провяжу эту перекрещенную протяжку вместе с петлей отворота. Теперь подниму еще одну протяжку, перекрещиваю ее и провязываю эту протяжку вместе с первой петлей ушка. Подтяните потуже эту петлю. Вяжем до того места, где соединяется второе ушко с отворотом. Довязали до места соединения ушка с отворотом. Вытягиваю леску, чтобы она мне не мешала. Вот эту вот последнюю петлю на ушке я распущу пока. Перекину на правую спицу. Поднимаю протяжку. Перекрещиваю. Возвращаю с правой спицы петлю. И провязываю 2 петли вместе лицевой. Поднимаю вот отсюда протяжку, перекрещиваю и провязываю первую петлю отворота с этой протяжкой. Далее продолжаю вязать петли отворота. Просто вяжу лицевые петли.
Я довязала круговой ряд до конца. Повешу сюда маркер. Теперь я буду вязать вне камеры. И таким образом я провяжу 40 круговых рядов. Я провязала 40 круговых рядов внутренней части шапочки. И это составило 13 сантиметров. С этого кругового ряда я начинаю вязание чулочными спицами. Я нахожусь сейчас в начале кругового ряда. На чулочную спицу 3 миллиметра провязываю 9 петель в начале ряда. Далее беру вторую чулочную спицу и провязываю 26 петель на эту спицу. Беру третью спицу и провязываю на нее 26 петель. Беру еще одну чулочную спицу и провязываю на нее 27 петель. И вот на этой спице у меня остается 18 петель. Провязываю эти петли на пятую спицу. Теперь провязываю 9 петель, которые я вязала на первую спицу. Круговые спицы убираю. Итак, я распределила петли следующим образом. Вот здесь от центра у меня по 27 петель на каждой спице, а вот на этих спицах по 26 петель. Начало кругового ряда у меня будет вот здесь. Вешаю сюда маркер. Для того, чтобы было виднее, где делать убавки, на спице делим петли пополам. Спицы, на которых у нас находится по 27 петель, разделяем следующим образом. От центра передней части отсчитываем 14 петель. И вешаем сюда маркер. И на другой спице отсчитываем от центра 14 петель. И вешаем маркер. На двух оставшихся спицах делим петли ровно пополам, по 13. Теперь начинаем вязание кругового ряда с убавками. Провязываем лицевые петли, вяжем, не довязав 2 петли до маркера. Вот эти вот 2 оставшиеся петли провязываем вместе за переднюю стенку лицевой. Перекидываем маркер, разворачиваем лицевую петлю левой стенкой вперед и провязываем за заднюю стенку 2 петли вместе. Довязываем на этой спице все петли.
Теперь провязываем петли на другой спице. Остановимся, не довязав 2 петли до маркера. Две оставшиеся петли провязываем вместе за переднюю стенку лицевой. Перекидываем маркер, разворачиваем левой стенкой вперед лицевую петлю и провязываем 2 петли вместе за заднюю стенку лицевой. Довязываем петли на этой спице. Далее вяжем петли на следующей спице. Остановимся, не довязав 2 петли до маркера. Две оставшиеся петли провязываем за переднюю стенку лицевой. Перекидываем маркер, разворачиваю левой стенкой вперед лицевую петлю и провязываю 2 петли вместе за заднюю стенку лицевой. Довязываю петли на этой спице. Теперь вяжу петли на 4 спице. Остановлюсь, не довязав 2 петли до маркера. Две оставшиеся петли провязываю вместе за переднюю стенку лицевой. Перекидываю маркер, разворачиваю лицевую петлю левой стенкой вперед и провязываю 2 петли вместе за заднюю стенку лицевой. Довязываю петли на этой спице. Я провязала первый круговой ряд, в котором делала убавки вдоль маркеров. Сейчас я провяжу еще один круговой ряд с убавками, а затем продолжу вязание, буду делать убавки уже через ряд. И таким образом я буду закрывать макушку, пока у меня вот на этих спицах не останется по 6 петель, а вот на этих двух спицах должно остаться по 7 петель. Я довязала до момента, когда у меня осталось на двух спицах по 6 петель и на двух спицах по 7 петель. Сейчас я нахожусь в начале кругового ряда. Провязываю петли первой спицы. Маркер могу уже снять. Просто вяжу все 6 петель. Теперь провязываю 6 петель со второй спицы. Снимаем маркер. На третьей спице провязываю сначала до маркера 3 петли. Убираю маркер. Вот эту вот первую петлю разворачиваю левой стенкой вперед и провязываю 2 петли вместе за заднюю стенку. Довязываю 2 последние петли. Теперь у меня на этой спице тоже 6 петель. На четвертой спице провязываю 2 лицевые. Далее провязываю за переднюю стенку 2 петли вместе. Снимаю маркер и довязываю 3 петли. Итак, у меня сейчас на каждой спице по 6 петель. Вяжу следующий круговой ряд.
Провязываю 2 петли вместе за переднюю стенку. Далее провязываю еще 2 петли вместе и еще раз 2 петли вместе. Перехожу к следующей спице и таким образом провязываю по 2 петли вместе на каждой спице. Довязала круговой ряд до конца. Сейчас у меня на каждой спице по 3 петли. Оставляю небольшой хвостик нити, обрезаю нить, беру иглу и вставляю нитку в иглу. Теперь собираю все петли на эту нитку. Стягиваю петли макушки и еще раз продеваю нить во все петли. Теперь с помощью иглы закрепляю нить с изнаночной стороны. Вот так выглядит макушка внутреннего слоя шапочки. Мне осталось ее постирать. Стирать я буду вручную в теплой воде с помощью специального мыла, которое хорошо отстирывает пропитку бобинной пряжи. После того, как моя шапочка высохнет, я вам покажу, что у меня получилось. Я постирала шапочку, она у меня полностью высохла. Вот так выглядит макушка после стирки. Это внешний слой. Вот так выглядит макушка внутреннего слоя. И теперь мы вместе с вами свяжем шнурки на ушках. Для этого нам нужны чулочные спицы 2 мм. Берем первое ушко, одну спицу и по центру, выделив 4 петли, поднимаем 4 протяжки. Протяжки поднимаем вот здесь между стенками петли. Одну петлю, вторую, третью и четвертую. Подняли 4 петли. Берем нить в 3 сложения, оставляем небольшой хвостик нити и второй спицей провязываем лицевыми петлями все 4 петли. Теперь продвигаем петли к краю спицы, берем вторую, свяжем конец нити с рабочей нитью, просто завяжите на 2 узелочка. Вот этот хвостик нити мы будем прятать в полость полого шнура. Провязываем рабочей нитью снова 4 петли. Снова передвигаем все петли к краю спицы. Берем вторую. Хвостик нити расположите вот сюда внутрь шнурка, как бы оборачивая рабочей нитью этот конец нити.
он у нас остается внутри шнурка. Снова провязываем 4 лицевые петли. Передвигаем петли к краю спицы, берем вторую, хвостик нити располагаем внутри шнурка, оборачиваем рабочую нить вокруг него и провязываем снова 4 петли. Теперь таким же образом вяжем полый шнур на ту длину, которая вам необходима. Я буду вязать приблизительно 23-24 сантиметра. Провяжите самостоятельно полый шнур на ту длину, которую вы хотите. Затем я покажу вам, как закончить вязание этого шнурка. Я довязала шнурок на нужную мне длину, и она составляет 24 сантиметра. Теперь я покажу вам, как я буду закрывать петли шнурка. Продвигаю петли к краю спицы и провязываю 2 петли вместе за переднюю стенку лицевой. Теперь провязываю 2 петли вместе за заднюю стенку лицевой. Передвигаю петли к краю спицы и провязываю 2 петли вместе за заднюю стенку лицевой. Оставляю эту петлю на правой спице, убираю вторую спицу, оставляю небольшой хвостик нити и обрезаю. Теперь вытягиваю вот таким образом хвостик нити из петли. Теперь мне нужно спрятать конец нити в полом шнуре. Для этого беру иглу, ставлю конец нити в эту иглу, теперь вот таким образом продеваю сквозь все петли этот конец нити и теперь ввожу иглу в середину полого шнура. Вытягиваю ниточку, распрямляю полый шнур, чтобы он не был стянут, и еще раз ввожу иглу. Теперь я могу обрезать вот этот вот оставшийся конец нити. Первый шнурок готов. Второй шнурок я буду вязать таким же образом, как вязала первый. Свяжите его самостоятельно. Я довязала второй шнурок. Посмотрите, какая замечательная шапка-ушанка у нас получилась. Ее уже сейчас можно использовать как самостоятельное изделие. Но я на этом не остановлюсь. Я буду вязать еще внутреннюю шапочку из пряжи букле, а затем соединю ее с уже готовой ушанкой. Все это я вам покажу в следующей части мастер-класса. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. До новых встреч!